как заработать на товарном бизнесе и какие золотые ниши будут актуальны ближайшие пару лет. Расскажем, начиная с копеечной микрозелени до высокомаржинальных резиновых изделий, а в заключении вы узнаете про самую неожиданную нишу, которая до сих пор свободна. Так что смотрите видео до конца. Детские товары и развивающие игры. Наверное, самая многообещающая ниша из нашего списка, но при этом и самая обширная с точки зрения ведения товарного бизнеса. Под детскими товарами подразумеваются одежда и обувь, игрушки и школьные принадлежности, книги, товары для школьников и многое-многое другое. Все это влияет на определение целевой аудитории и ваш итоговый ассортимент. Другое отличие ниши детских товаров от других категорий – высокая конкуренция. Детские товары занимают верхние строчки всевозможных рейтингов формата топ-10 популярных товаров в интернете. А значит, желающих заработать на тренде немало. С другой стороны, клиентов и денег здесь хватит на всех, ведь дети постоянно растут, а значит и оборот потребления никогда не останавливается. Сегодня ребенку нужны развивающие книги для самого маленького, а уже через полгода вся библиотека должна обновиться полностью. Также работает и с развивающими игрушками. Хоть и подростки условно входят в нашу категорию, но лучше прощупать товары для самых маленьких. Там и маржинальность огромная, да и мамы любят пробовать все новенькое для своих чад. Есть, конечно, и сезонные колебания спроса. Например, в одежде и обуви, но есть товары с просто стабильным интересом. Игрушки, товары для младенцев, товары для творчества. Мы вот советуем сделать акцент на книгах с развивающими картинками. Фактически, это золотая ниша с вечно растущим спросом. Ведь каждое будущее поколение старается дать своим детям больше. Но если боишься связываться с сертификацией, то далее мы расскажем про очень доступные для входа ниши. Микрозелень. Очень интересная ниша в рамках продуктов полезного питания. Хоть микрозелень зачастую и присутствует в супермаркетах, согласитесь, что есть особый шарм в том, чтобы вырастить ее самому. Именно такие наборы и стали трендом 2023 года. И мы уверены, что тенденция сохранится еще несколько лет, ведь люди только распробовали этот продукт. Употребление в пищу свежих овощей приносит организму невероятную пользу, а весь мир на этом помешался. Особую популярность получила микрозелень из обычных ростков любимых культур, которые можно есть уже через неделю после посадки. При этом она не уступает своим взрослым сородичам во вкусовых или полезных качествах, что сделало ее выращивание полноценной бизнес-идеей. Фактически, вы продаете наборы, которые нужно смочить и прижать, а дальше они прорастают сами, на радость покупателя. Чем более вкусной и экстравагантной будет культура, тем больше продаж можно будет сделать. Важно понимать, что тут придется продавать в достаточно большом объеме, чтобы делать солидные деньги. Поэтому мы предлагаем дальше нишу, где можно накрутить к цене закупки кратные ей цифры и достаточно быстро финансово подняться. Товары ручной работы. Практически весь мир помешан на продуктах, сделанных своими руками. А еще лучше – всевозможные этнические изделия ручной работы. Например, вязаные игрушки, которые в интерьере выглядят достаточно мило, но и на подарок ребенку зайдут на ура, независимо от региона для их продажи. Многие, кстати, строят свой товарный бизнес именно на перепродаже локальных товаров. Например, берут какую-нибудь глиняную посуду из Индии, которая сделана руками, уникально и весьма самобытно. Далее выкупают ее в стране за копейки, даже с учетом транспортных расходов. Перепродают в США за сумасшедшие деньги, как настоящий эксклюзив, сувенир со своей историей. Более маржинальную нишу сложно придумать, ведь многие люди, производящие продукты своими руками, не имеют даже представления, за сколько это могут купить в другом регионе. А вы можете стать именно тем мостиком, через который будут идти продажи, не рискуя ничем.
Продалось на сайте, производитель отправил. Вы лишь забираете свою комиссию, если продажи идут через вашу карточку товаров. Спортивная ниша. После карантина ниша спортивных товаров получила второе дыхание и уже несколько лет кряду показывает кратный рост. Спорт становится все более массовым явлением. Модно стало не просто заниматься спортом, а именно следить за собой, развивая свое тело. Многие в товарном бизнесе сделали сумасшедшие выручки на приспособлениях для домашних тренировок, вроде всевозможных гантелей и утяжелителей. А вот последний трендовый товар, спрос на который не гаснет до сих пор – фитнес-резинки. Раскупаются как горячие пирожки, можно брать более совершенные варианты. Когда есть ручки, чтобы удобнее было выполнять упражнения, тогда и конкурировать будет еще проще, развивая свои продажи и в 2024 году. Ведь спада в тренде пока что нет. Сюда же идут и всевозможные спортивные добавки и питание. Многие тоннами заказывают фитнес-батончики на местных фабриках, которые специализируются на сладком. Только если там продают на вес, то вы, реализуя поштучно или мелким оптом, можете сделать несколько иксов к своим вложениям. Но выгодно нажиться можно и на братьях наших меньших. Товары для животных. С каждым годом все больше людей становятся владельцами домашних животных. Это явно отражается на рынке продаж зоотоваров, ведь только по официальной статистике в целом в мире в 33% семей есть собаки и в 23% кошки. У владельцев кошек в среднем живет одно домашнее животное, а у хозяев собак в среднем 2. Большинство не жалеют денег на корм и игрушки для любимцев, поэтому товары для животных пользуются повышенным спросом. С ростом спроса на еду для домашних животных значительно увеличились цены на корма, а также их разнообразие. Сейчас особый бум идет на всевозможные БАДы для наших хвостатых, чтобы росли и не болели. Исследования показывают, что к концу 2023 года продажи кормов и наполнителей для туалетов удвоятся по сравнению с предыдущим годом. Маркетплейсы подтверждают этот тренд. Многие люди тратят на своих животных не меньше, чем на собственных детей. А вот конкуренция в плане игрушек и всевозможных развлечений на этом рынке гораздо меньше. Ниша фактически еще не заполнена. Самый момент озаботиться, чем вы сможете порадовать хвостатых и мохнатых. Рост спроса на изделия для животных отмечается на всех торговых площадках. В основном покупатели интересовались кормами, игрушками, лакомствами, мисками, когтеточками и поводками. Но не стоит забывать про грызунов и редких животных. Тут рост еще более вертикальный на корм, практически двукратный за первую половину 2023 года, а на всевозможные уходовые средства, вроде клеток и развлечений, практически четырехкратный. Понятно, в сравнении с кошками и собаками валовая доля покупателей будет ниже. Но и ни один рынок не может так быстро закрыть спрос при таком росте. Поэтому в 2024 стоит присмотреться к этому направлению. Подарки. Еще одна ниша, которая не слишком-то и загружена конкуренцией, это сувениры и подарки. Понятно, что подарить можно от телефона до резинки от трусов. Но тут мы говорим скорее про специализированную продукцию. Ведь многие же из вас искали, что подарить маме, другу, брату или человеку, у которого есть все. В этой нише можно заняться перепродажей не просто сувениров, а всевозможных комплексных решений. Берем и собираем комплект ностальгических товаров, комплект для рукоделия, набор для спортсмена. Товары подбираем такие, чтобы выглядели солидно, но дешево в закупке, в итоге продавая целый бокс с огромной маржой. Решения будут ограничены только вашей фантазией. Вы также можете ориентироваться на смежные ниши. Видя, например, что вот мужская расческа популярна, берем ее в наш набор. Комбинируем товары, добавляем симпатичную упаковку под конкретный случай, дарим людям готовое решение – быть оригинальными, но при этом не слишком заморачиваться с подарком. Звучит рисково?
Тогда присмотритесь к следующим нишам, где всегда есть гарантированный результат. Ведь спрос тут просто бронебойный. Косметика. Спрос на косметическую продукцию продолжает расти и с каждым годом только набирает обороты. Исследования показывают, что в 2022 году этот рост был особенно высоким и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 35%. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, большинство потребителей предпочитают покупать косметику онлайн, вместо обычного посещения магазинов. Это удобно, экономит время и дает возможность сравнить цены и выбрать наиболее выгодный вариант. Во-вторых, развитие социальных медиа и блогов о красоте и макияже ведет к повышенному интересу к косметическим средствам, что также повышает продажи. Ведь теперь со всех сторон слышишь то про одно чудесное средство, то про другое, и платежеспособные покупатели сметают все, что их заинтересовало. В 2023 году спрос на косметику вырос еще больше и достиг 42% увеличения по сравнению с 2022 годом. Это говорит о том, что маркетплейсы продолжают оставаться привлекательной площадкой для покупки косметики. Это связано с удобством онлайн-шоппинга и многочисленными акциями и скидками, которые предлагаются на многочисленных маркетплейсах. Если обратить внимание на товары в рамках этой ниши, которые было перспективно представить на рынок, то это уходовая косметика, средства для волос и парфюмированные гели для душа. А теперь перейдем к продвинутым технологиям, которые только начинают завоевывать рынки. Единственный существенный прогресс, который произошел в бытовом плане, это умная техника и устройство интернета вещей. Классическими телефонами, ноутбуками и планшетами уже никого не удивишь. А вот цифровизация быта только начинается. Согласно исследованиям, спрос на умную технику в 2022 году увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом. С увеличением осведомленности о преимуществах и доступности таких устройств потребители станут все более требовательными и избирательными. Голосовые помощники уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. И если это направление кратно выросло в 2023 году, то в следующем объемы будут только расти. Простота настройки и реализации рутинных сценариев, которые позволяют взрослым людям почувствовать себя настоящими волшебниками, будут заставлять покупать умные розетки, карнизы, светильники и так далее, чтобы максимально реализовать все свои фантазии. С точки зрения товарного бизнеса, здесь огромный простор для маневра. От закупок в Китае этих самых умных устройств и заканчивая недорогими допами, вроде держателей для тех же умных ассистентов, чтобы закрепить их на стене в удобном месте. Одежда. Одежда и аксессуары всегда будут на гребне товарного бизнеса, независимо от конкуренции. Если у вас будет свой уникальный продукт, покупатель обязательно найдется, а благодаря маркетплейсам вы можете тестировать различные направления в рамках этой ниши. В 2022 году многие покупатели предпочитали делать заказы через интернет, вместо того, чтобы посещать физические магазины. Это связано с удобством, большим выбором и ассортиментом одежды, и возможностью сравнить цены на разных площадках. Хоть многие предпочитают держать товар в руках и выбирать непосредственно с полки, доля таких покупателей уменьшается. Важно отметить, что в 2022 году одежда из экологических материалов стала особенно востребованной, и тренд сохраняется. Если раньше люди высмеивали китайских производителей за искусственную кожу и меха, то теперь триа-бренды сами пришли к этому, правда, под флагами борьбы за экологичность. Но кто вам мешает написать подобный призыв на своем товаре? И вот из бюджетного сегмента вы сразу переходите в борьбу за сердца достаточно обеспеченных покупателей. Чтобы вы понимали перспективы товарного бизнеса в рамках одежды, вот немного статистики. Только в мае 2023 года спрос в целом вырос на 61%, а на одежду, продаваемую через онлайн, рост спроса составил целых 90%.
Если брать по товарам, то ориентируйтесь на сезонные товары, вроде очков или наборов шапок и шарфов, которые можно брать по бросовым ценам вне сезона, а немного придержав у себя, выходить в уверенный плюс. Бытовая химия. Спрос на нее растет почти так же уверенно, как и на одежду или косметику, правда, немного меньшими темпами. Но люди постепенно переучиваются, что проще заказать на дом, чем тащить бутылки домой. И это осознание пришло совсем недавно. Представьте, что за 2022 год спрос вырос практически в 4 раза, сохранив подобные темпы и в 2023 году. Кроме того, ориентация на экологически чистые продукты может стать дополнительным преимуществом и ключевым фактором успеха в этой сфере. Всем надоели эффективные, но безумно вонючие товары. Люди стремятся покупать средства, сделанные из натуральных ингредиентов. Отсюда и открывается огромный простор для маневра на товарном рынке. Ты можешь перепродать натуральное мыло, лишь выбери экологичную бумажную упаковку. Впиши животрепещущую надпись про «ручная работа» и «экологично». На этом все. Покупатель сам разберет товар на маркетплейсах. Еще один тренд – всевозможные тряпочки и губки из натуральных материалов, вроде кокосовых или тонких бамбуковых плетений, стоят в закупке дешево, а разлетаются великолепно. Компоненты и аксессуары для бытовой техники и электроники. Продавать бытовую технику и электронику в большинстве случаев слишком затратно, особенно на старте. Для этого вам потребуется большой начальный капитал и особые условия транспортировки. Но это все уже есть у крупных сетевых игроков, поэтому удивить рынок своим пришествием, а тем более ценой, не удастся, если только не торговать себе в минус. Но вот с мелкой техникой и разными аксессуарами дело обстоит гораздо проще, особенно с товарами из Поднебесной, где каждый год выходит 1000 новых товаров, с небольшой ценой на закупку и стабильным спросом по всему миру. Чехлы для телефонов, наушники, смарт-часы, фены, бритвы, электрические зубные щетки. Такую продукцию легко закупить и несложно доставить, и всегда можно продать, даже если с бизнесом не заладится. Тут не стоит уходить в совсем экстравагантные товары. Берите просто народные китайские бренды, товар разойдется. Еще одно ответвление – расходники для бытовой техники. И эта ниша слабо представлена. Люди часами ищут их по третьесортным сайтам и доскам объявлений, заказывая с рук. Мы говорим про всевозможные насадки для пылесосов, фильтры кофейных автоматов и подобные штуки, которые необходимы всем нам. Обычно оригинальные расходники стоят баснословных денег. Зато сторонние производители позволяют отлично сэкономить покупателю и подзаработать нам на перепродаже. Мнение, что большинство ниш в товарном бизнесе занято, весьма ошибочно, ведь покупатели только перетягиваются из офлайна в онлайн. Поэтому дерзайте. Если рассуждать и не пробовать, то и денег точно не заработаешь. На этом все. Спасибо за просмотр.